Всем привет! Сегодня у меня будет маленькая переделка. Я решила убрать длину и сделать коротенькие ногти с легким дизайном. На мизинце я уже отколупала часть ногтя. Снимаю все до тонкой подложки, убираю длину и подпиливаю пилочкой форму овала. Ногти готовы к маникюру. За 10 дней у меня ногти отросли совсем чуть-чуть, но кутикула была недостаточно увлажнена и поэтому начала махриться. Первым делом, как всегда, открываю карман пушером. Убираю засохшие птериги и приступаю к обработке пламенем. Хорошенечко обрабатываю левую сторону, подкутикульное пространство. Чуть-чуть прохожусь по самому ногтю, убираю излишний гель и делаю ноготь шероховатым. Также опиливаю боковые валики. Они у меня всегда сухие, и когда я делаю маникюр, им нужно уделить особое внимание. На реверсе я прохожусь по правой стороне. Также убираю засохшие частички, прохожусь по боковому валику и выпиливаю юбочку для аккуратного среза ножницами. Вот тут у меня получилось не до конца прочистить эту зону, поэтому я мягким движением прохожусь еще раз и проверяю. На этот раз все чисто и можно срезать кутикулу. Делаю это своими старыми ножничками от Stalex. Также ими убираю затвердевшую кожу на боковых валиках, и теперь можно зашлифовать срез. И мои ногти готовы к покрытию. Вот такой вот результат виден уже после маникюра. Я шлифовала сегодня кожу сразу, поскольку у меня не будет долгого процесса опила, и я ее не поврежу. Сегодня я максимально хотела облегчить себе жизнь и сделать простое однотонное покрытие. Но в последний момент мой взор упал на золотую цепочку, и я решила добавить маленькие детали в мой маникюр. Как обычно, первым слоем я покрываю ноготь базой. Это тонкий грунтовочный слой. Помогаю себе кисточкой потоньше в зонах боковых валиков и кутикулы. Для основного покрытия использую молочный гель. На молочные и белые цвета цветные гель-лаки ложатся лучше. Чтобы нанести этот гель, сперва я наношу его в тонкий слой, чтобы создать мокрый пол. По нему материал разравниваться будет намного быстрее. Правда, именно этот гель довольно густой, и чтобы он разровнялся, нужно подождать. Стараюсь не наносить слишком толстым слоем, потому что у меня еще будет покрытие поверх, и это может создать ненужную толщину. Сам гель разравниваю тонкой кисточкой. Когда уже ноготь почти ровный, переворачиваю ручку и даю гелю чуть-чуть стечь в зону апекса. После геля убираю липкий слой и подпиливаю форму, торец, убираю затекшие места, а также снимаю глянец с помощью бафа. У меня сегодня цвет 179 от Mix. Это такой небесно-голубой оттенок. Ложится плотно в 2 слоя.
Я не умею покрывать под кутикулу кисточкой из баночки, поэтому я всегда помогаю себе кисточкой потоньше. Сперва прокрашиваю все ноготки, а далее работаю тонкой кисточкой. Правой рукой немного неудобно покрывать под кутикулу. Правая рука у меня немного дрожит, поскольку я левша, но я стараюсь выходить из этой ситуации. Когда покрываю вторым слоем, я немного отодвигаю кутикулу, поскольку она успевает немного прикрыть прокрашенную зону, и в своих видео свои ногти я покрываю всегда в стык к кутикуле. Через день после маникюра моя кутикула будто бы налазит на маникюр, и получается эффект под кутикулу. Так что я никогда не заморачиваюсь о прокраске под кутикулу, оно получается само собой. Этот лак довольно хороший и имеет свойство разравниваться. Многие неровности сглаживает глянцевый топ. Покрываю все ноготки топом и перед финальным дизайном прохожусь пилочкой и подпиливаю уже готовый маникюр. В этот раз цепочки решила высадить на топ. Обычно я клею их на базу. В принципе, у меня никогда не было никаких проблем, когда я их клеила на базу. Но в этот раз я решила проэкспериментировать вот таким вот образом. И говоря наперед, поскольку я монтирую тоже спустя многое время, цепочки относились хорошо, даже ни одна из них не отвалилась. Эти цепочки из нержавеющей стали в золотом цвете. Единственное, я сделала большую ошибку, покрыв цепочки поверх топом. Обычно я фиксирую их только по бокам. Покрыв их поверх, они стали мутными, что ли. Так что это мой совет и вам, и мне на будущее. Никогда не покрывать цепочки чем бы то ни было поверх, ибо они потеряют свои блестящие свойства. А вот такой у меня маникюр сегодня получился. Ничего вроде особенного, но и миленько одновременно. Мне понравилось. А понравилось ли вам? Пишите в комментариях. До следующего видео. Пока!